Еще раз. Следующая тема — стандарт успеха и счастья. Надеюсь, все согласятся с таким тезисом, что в этом мире все подчинено соответствующим закономерностям. Да? И чтобы понимать что-то, мы эти закономерности, собственно, и изучаем. И это тем же закономерностям подчинен успех и счастье. И второе, то, что наука начинается там, где начинаются измерения. Поэтому задача, которую мы решали и успешно решили, это проанализировать, чем отличаются люди сильные, счастливые и достигшие значимых результатов в жизни, успешные, от всех остальных. Да, для того, чтобы можно было бы понять, а самое важное из всего, что мы знаем, что нужно делать, да, чтобы к этим людям можно было бы приблизиться и по своему внутреннему потенциалу, и по внешним результатам. Ситуация оказывается следующая. Отличаются люди абсолютно всем. Да, своими убеждениями, знаниями, где для обычного человека вообще непонятно, что делать. Для успешного какие проблемы, бери и делай. Да, где там обычный человек дрожит, боится, страшно, невозможно. Сильно уверенным, какие проблемы. Пошел, сделал, получил. Никаких проблем. Да, десятки тысяч характеристик, плюс профессиональные знания, да, всевозможные. То, что отличает от одного от другого. Поэтому нереально даже все это по одному слову обозначить, но, по крайней мере, можно выделить вот общие закономерности. Чем они отличаются друг от друга? Закономерности, которые проявляются в чем? Вот какие существуют в жизни постоянно действующие процессы, во что человек постоянно должен вкладывать усилия, чтобы идти к желаемым результатам. И сильнее, и умнее, и влиятельнее, и обаятельнее, чтобы становиться. Что нужно делать? Как распределить время, чтобы человек рос с максимальной скоростью и приобретал внешние те или иные блага, шел к успеху тоже в идеале с максимально возможной скоростью. И в первом небольшом занятии мы рассмотрим примеры, да, вот, успешные, счастливые люди, что мы о них знаем. А второе короткое занятие на основе этого, как выглядит наш стандарт, де-факто существующий в этом мире, да, в тысячах примерах, миллионах примерах по достижению успеха и счастья. Что мы знаем, собственно, об успешных людях? Первое, они умные. Билл Гейтс читает, если не ошибаюсь, 5 книг в среднем в неделю. Им нужна постоянно новая информация. Не раз в год 3-дневный тренинг, постоянно. Да? Насыщать себя новыми знаниями. Да? У 99% успешных людей есть наставник. Да? Поэтому это счастье, когда есть кому задавать вопросы. И по личностному, и по профессиональному росту. Да? Который уже этот путь прошел, легко может оценить, в чем ошибка и на что ее заменить, где неиспользованные возможности, как их использовать. Да? В подавляющем большинстве случаев все, кто идут к успеху, они дружат со спортом. Без этого невозможно жить. Да? Не хватит сил. Да? И если следить иногда за новостями, как только очередной известный человек или депутат получил первый, второй инфаркт, начинает после этого заниматься спортом, потому что дальше не выживешь. Да. Многие из успешных людей очень увлеченные. Да, вот, в том числе они поют или еще что-то делают. Может быть, кто-то слышал выражение: искусство — это пища рыцаря. Да. Человек, богатый душой, получает основные впечатления, основное наслаждение, пищу для своей души от искусства. Да, его нужно понимать, его нужно чувствовать, тогда этим можно наслаждаться. Да, или элементарно, чтобы, если это какое-либо высокого статуса мероприятие, балы или другие подобные, нужно уметь, да,
себя соответствующим образом держать, в идеале, конечно, и танцевать. Да, для этого нужно творчество. Список можно продолжить. Да, вот что делают люди? Да, конечно, они регулярно тренируются во многих странах мира, в Америке, там, в Европе, в Японии. Тренинговая деятельность, не только личная, а вот для сотрудников фирм, тоже является практически обязательной. Вот несколько часов в неделю, до 8 часов в неделю. Дотошные американцы посчитали, что основные вложения, то, что дает максимальную отдачу, это отдача именно в человека, его в личностный и профессиональный рост. Список немного можно продолжить, но фактически вот, люди, которые идут к успеху, они все выполняют вот эти вот требования. Да? У них в жизни не просто самая примитивная схема: дом, работа, быт, и дальше умирай со скуки. Это для неудачников. А у них жизнь богатая, насыщенная, интересная, она такова, которая позволяет затронуть и все грани души, чтобы они и радовались, и тренировались, и росли. Да? Чтобы и затрагивать все грани души, и создавать возможности, скажем, для чего нужны регулярные традиции, мероприятия, встречи, выстраивать взаимоотношения, поддерживать взаимоотношения, усиливать взаимоотношения. Да? Это обязанность успешного человека — общаться с разными людьми, да, в своей сфере. Поэтому их жизнь насыщенная, интересная, в ней есть все, что нужно и для счастья, иначе не хватит жизненной силы для движения вперед. И для успеха, потому что это необходимость, человек это понимает. Да, он постоянно растет как личность тем или иным образом и как профессионал. Только в этом случае успех для него и открыт. Вопрос для самостоятельной проработки, хотя бы в первом приближении, 5-10 основных пунктов, лично по себе любимому. Чем лично вы по обозначенным условиям отличаетесь от людей успешных и счастливых? И второе. Вы согласны, что для движения к успеху вам нужно перенимать их убеждения, ценности, образ жизни? Или вы хотите быть успешным, оставляя себя и свою жизнь без изменений? Спасибо.